Всем привет! Взлет цен на российских АЗС минувшим летом и в начале осени, а местами даже полное исчезновение горючего из розничной продажи, подтолкнули многих отечественных автомобилистов увидеть в произошедшем что-то вроде спланированной экономической диверсии. Эффективность реакции на произошедшее со стороны чиновников пока не позволяет убедиться в обратном. В конце августа-сентябре текущего года автовладельцы огорошились совсем уж упомрачительными ценниками на бензоколонках. Так, АИ-92 на столичных АЗС уверенно пер вверх через отметку 55 рублей за литр. Почем торговались более дорогие сорта бензина и дистоплива, даже вспоминать не хочется. Считается, что российское правительство в какой-то момент прониклось пониманием зашедшей слишком далеко ситуации и ввело всем известный запрет на экспорт топлива, возврат пресловутого топливного демпфера и все прочее. Этому уникальному для российской экономической истории решению властей уже 1,5 месяца, и можно оценивать какие-никакие, а его результаты. Прежде всего, судя по сообщениям из регионов страны, горючка физически появилась на тех бензоколонках, которые в конце лета практически пересохли. Любопытна на этом фоне реакция столичных розничных торговцев топливом и властей, хотя топливо тут не исчезало из продажи. Ее удобно проследить на примере ценообразования АИ-92. Он, как уже говорилось, забрался местами выше 55 рублей за литр, а потом буквально через несколько дней после запрета на экспорт топлива на многих, но не на всех сетевых АЗС он резко съехал в район 50 рублей за литр. Так быстро распродать закупленное по высоким оптовым ценам топливо предприниматели вряд ли могли. Следовательно, они просто резко поумерили свои аппетиты, как и власти. И на этом все. С тех пор 92-й бензин, как и все прочие, практически не дешевеет. Несколько копеек разницы погоды тут не играют. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на автоспот.ру. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Еще в конце весны, перед началом летнего разгона цен, регулярно заправлялся 92-м на ближайшем АЗС по 42 рубля за литр. А теперь даже через 1,5 месяца действия правительственных мер в отношении топливного рынка, на ней же приходится заправляться по 49 рублей. И снижение не предвидится, хотя по идее у нас в стране сейчас уже должен созреть такой переизбыток бензина, что цены на него обязаны рухнуть до 20 рублей, но почему-то не падают. Несмотря на то, что у нас вроде бы как рыночное ценообразование на розничное горючее, или как? Между тем, на данный момент прайсы на 92-й находятся примерно на уровне середины августа, то есть все еще сильно завышены. И что характерно, точно так же, как и в августе, правительство спокойно смотрит сейчас на отсутствие тенденции к их существенному снижению. Это говорит о том, что текущий уровень розничных цен сейчас выше на 20%, чем в начале лета, и это вполне устраивает всех причастных. Прекрасная тактика. Сначала совместными усилиями чиновников и нефтяников резко задрали цены до небес, а потом чуть их приспустили. В итоге рядовой автомобилист все равно переплачивает, но с ощущением, что могло быть еще хуже, а потому вынужден не возмущаться, а молча расставаться с деньгами, что собственно и нужно как торговцам, так и властям. А как считаете вы, нормально ли, что в цене каждого литра моторного топлива, что мы покупаем на АЗС, минимум 70% чистых налогов? Пишите в комментариях.